Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами поговорим о вещах и о предметах, которые никогда не давайте в долг, ни при каких обстоятельствах, даже самым близким людям. Почему? Что это за вещи? Далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца для того, чтобы знать больше информации, а также чтобы знать, как правильно жить в этой жизни в изобилии, в достатке и благополучии. Используйте эти простые советы и знаете чуть больше, чем другие. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. И обязательно каждый день заходите на канал Эзотерика для тебя. Мы выпускаем каждый день интересные, важные и актуальные видео. Вы знаете, все, что находится в нашем доме, квартире, где мы живем, пропитано нашей энергетикой. Поэтому, давая какие-то вещи из своего дома, нужно быть очень осторожными. Ведь с ними вы можете отдать другому человеку свою энергетику. И не просто энергетику, а свою положительную денежную энергию. И изменить свою жизнь, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. И часто одолжить какую-либо вещь, продукты или еще что-то приходят даже специально для того, чтобы нанести нам вред. Для того, чтобы украсть, забрать у нас вот ту удачу, благополучие и достаток. Также, кроме того всего, таким образом у нас могут забрать деньги, семейное благополучие, а вернуть это очень сложно. Кто сталкивался, знают об этом. Поэтому, пожалуйста, никогда не рискуйте. Все, что ваше, должно находиться у вас. И вы не знаете, как человек настроен по отношению к вам. Люди, которые никому не хотят навредить и отобрать чужую энергетику, как правило, живут без долгов и одолженных вещей, предметов и продуктов. А люди, которым что-то нужно, всегда стараются через одолженные вещи дополнить то, чего им не хватает в жизни, или хотя бы укрепить свою энергетику вашей, так как считают, что она, например, у вас намного сильнее. Поэтому вещи, о которых мы далее поговорим, нельзя давать даже близким родственникам. Итак, первое – это хлеб. Хлеб находится под запретом, так как еще с древних времен считалось, что если в доме есть хлеб, то в семье, значит, будет и благополучие, и достаток. И если хлеб вы отдаете свое благополучие. Хлебом можно угощать, но ни в коем случае его нельзя одалживать. Вы должны понимать эту разницу. Если к вам пришли за хлебом, вы не можете отказать, не поленитесь, сходите в магазин и специально купите буханку хлеба. Также никогда не давайте хлеб через порог. Если вы будете это делать, то лучше занесите туда, где его у вас просили. Так вы обезопасите себя и свою положительную энергетику, которая останется при вас. Следующее – это соль. И соль, вы знаете, очень сильный энергетический элемент. С его помощью можно улучшить жизнь человека, так и принести ему вред. Ведь она способна впитывать в себя любую энергетику, как положительную, так и отрицательную. Недаром к ней за помощью обращаются в разных ситуациях. Поэтому как давать, так и одалживать соль не стоит. Если вы знаете, что ваш близкий человек часто приходит для того, чтобы ее одалживать, купите специальную пачку, зажгите свечу и проведите 7 кругов вокруг нее против часовой стрелки. И скажите такие слова: эту соль от своей энергетики отделяю, она со мной ничем не связана. Ее для другого человека просто держу, и когда нужно ему, его же соль отдаю. И всегда отсыпайте от такой пачки только в самые нужные моменты, когда у вас просят. Но никогда такую соль не собирайте обратно. Сразу оговаривайте, что приносить не нужно соль в ваш дом.
Также свою одежду не нужно никому одалживать, потому что она несет вашу энергетику, а другой человек, одев ее на себя, подбирает все то положительное, все то созидательное, что у вас есть. Счастье и удача могут перейти к тому, кто оденет эту вещь. Это, возможно, какой-то аксессуар или предмет, а у вас с этого момента начнут преследовать неприятности и неудачи. При этом, возможно, вы сразу не увидите никаких изменений, но когда постепенно что-то происходит, это все накапливается, и в один момент, знаете, вот как ниточка обрывается, и происходят те события, которые происходят в жизни. Также вы должны понимать, что у людей, которые берут у вас вещи в долг или на время поносить, и могут иметь отрицательную энергетику. А когда вы обратно забираете вещи, то вы обратно не только забираете вещи от человека, но вы забираете все то плохое, что, возможно, происходит у человека на данном этапе жизни. Возможно, вы замечали, что вы знаете о том, что у этого человека постоянно какие-то проблемы, вы хотите ему помочь, вы даже даете, допустим, какие-то вещи, украшения, еще что-либо. И в какой-то момент вы видите, что у человека начинают происходить хорошие события в его жизни, а у вас наоборот. Поэтому задумайтесь о том, что вы натворили. Далее украшения. Знаете о том, что украшения больше всего впитывают энергетику своего хозяина. И когда вы отдаете это другому человеку, пусть даже на время, оно моментально, считая, что это его новый хозяин, и начинает впитывать его энергетику в себя. Поэтому, одалживая такое украшение, которое, например, вам подарила ваша вторая половинка, вы рискуете остаться без этой энергии, которая вас связывает, и этим самым вы можете разрушить свои отношения. Поэтому украшения не то что одалживать нельзя, их даже мерить, давать кому-то другому нельзя. Запомните это, пожалуйста. Далее веник. Веник – это оберег нашего дома, и он должен находиться постоянно в нашем доме или квартире. С этим сакральным предметом недаром связано много достаточно правил, примет. И через этот предмет вашу жизнь можно перевернуть вверх ногами и разрушить не только вашу энергетику, но и всех членов семьи, а также вашего дома. Поэтому, чтобы положительная энергия и счастье оставались в вашем доме, он тоже должен находиться в нем. И пользоваться ним должны только хозяевам. Поэтому не давайте кому-либо подметать ним даже в своем доме. Далее скатерть. Скатерть, пожалуйста, также никому не одалживайте. И это не случайно, потому что скатертью у нас покрывается сакральное место в нашем доме. Это стол. А скатерть, она пропитывается не только вашей энергетикой, а энергетикой всего дома. А как вы знаете, она у каждого дома особенная. Поэтому этому предмету наши предки уделяли вот именно особое внимание и очень бережно относились. Также скатерть – это оберег, и одолжив свой оберег, что вы получите взамен? Просто подумайте об этом. Чтобы, друзья, потом не думать, откуда на вас посыпались неприятности, проблемы, нужно вообще отучиться кому-либо что одалживать, так как к вашим энергиям у других людей не будет доступа. Дело в том, что навредить человеку можно даже не целенаправленно, хотя встречается в последнее время это очень часто. А случайно дав вещь не в тот момент, человек не с теми эмоциями ее принял и взял ее кто-то. Или разозлил, или обидел, или сделал посыл негатива через эту вещь. И она к вам возвращается, но она к вам возвращается еще с большим негативом, ведь за некоторое время она притянула к себе еще что-то. Поэтому помните о том, что ваши вещи только ваши и больше никому не должны служить. Не просто вы же идете в магазин и выбираете именно эту кофточку, именно это украшение или именно этот предмет для кухни.
То есть вы изначально закладываете определенную энергию в эту вещь. Поэтому, пожалуйста, ваши вещи всегда при вас. А если вы хотите дать кому-то, возьмите обязательно символическую плату и скажите всего лишь одно слово «оплачено». Таким образом, вы распрощаетесь и разорвете все энергии между вами и той вещичкой.